Всем привет! Меня зовут Александра Краснобаева. В этом уроке я хочу вам показать, как вязать красивый полукруглый вырез без ступенек, без дырочек. Вот такой очень аккуратный, по-настоящему полукруглый. Давайте скорее начинать смотреть, как его вязать. Кстати, очень просто. Предлагаю вам связать вот такой аккуратный круглый вырез, максимально круглый, очень красивый, глубокий. Его можно вязать этим способом абсолютно любой глубины, нет никакой разницы. И как видите, он без ступенек связан, очень аккуратный оба края и без дырочек. Такой вырез потом очень легко можно будет обвязать и ложной кетлевкой, и набрать петельки по краю и обвязать просто резиночкой 1 на 1, 2 на 2, и сделать воротник хомут, и даже оставить просто вот так на какую-то летнюю маечку. То есть дальше с этим вырезом можно работать как угодно, самое главное, что он идеально закругленный и нет никаких ступенек. Давайте посмотрим, как выглядит описание этого выреза. Кстати, как сделать расчеты на такой вырез, у меня есть отдельный видеоурок, и ссылку на этот видеоурок я оставляю под видео в описании. Потом посмотрите, как конкретно я делаю расчеты на подобные вырезы. Итак, вот описание вязания этого выреза. Это представим как будто какой-то свитерок, кофточка. На плечике я оставила по 5 петель, с каждой стороны по одной кромочной. Для ширины выреза я оставила 20 петель. С одной стороны убавляем 10 и с другой. И глубина выреза у нас 20 рядов. Всего 32 петельки на спицах. Вот это вот закругление, это 1/2 нашего выреза. И я поделила это закругление на 10 секций, то есть на 10 лицевых рядов. И в каждом лицевом ряду я поставила какую-то убавку. Сейчас я вам объясню, как это вязать. Я делала убавки от большего к меньшему. Еще раз повторюсь, что есть отдельный видеоурок о том, как я делаю такие расчеты, максимально подробно описанный. И ниже я нарисовала, как будет выглядеть этот вырез, все убавки по клеточкам. Видите, очень красивый полукруглый вырез. Ну что, давайте начинать. Сначала я свяжу одну половинку, то есть вот эту часть своего выреза, а затем второе плечико и вторую половинку. Ставлю точечку, сначала буду ставить точечки, отмечая ряды, которые мне нужно сейчас провязать. Значит, в центре с одной стороны мне нужно убавить 3 петельки, с другой стороны тоже 3. Итого в центре я убавляю 6 петель. Вот сейчас эти 6 петель я сразу одним махом закрою. Предположим, что у вас есть какая-то провязанная деталь, спинка или вперед, и вам дальше нужно будет оформить вырез. Вот на спице я набрала 32 петельки, и сейчас здесь будем этот вырез вместе с вами формировать. В центре мне нужно закрыть 6 петель. Как я считаю, где находится этот центр? Я снимаю кромочную. Дальше у меня 5 петель плеча. Я вяжу 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И затем смотрю по своим убавкам. Мне нужно сначала убавить одну, потом еще раз по одной и 2 петельки. Вот их я и провязываю. 5 раз по одной. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 петельки. И по идее все. Значит, здесь уже 6 петель моего центра должно быть. Давайте проверим, как это проверить. Я считаю петли на правой спице. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петель. Отсчитываю 13 петель с этой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 13. По идее, вот тут в центре у меня должно остаться 6. 3 и 3, 6, все верно. То есть я посчитала все правильно, и теперь я могу спокойно все эти 6 петель одним махом закрыть. Я провязываю лицевые петельки и сквозь предыдущую петлю протягиваю следующую. Провязываю лицевую и протягиваю. Это моя вторая убавка. Дальше 3-я, 4-я убавка, 5-я и 6-я. Вот, по идее 6 петелек я убавила, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно, 6 петель убавила. Вяжу все петельки дальше до конца ряда. Первые убавки в первом ряду я сделала.
конце кромочная. Разворачиваю свое вязание и теперь вяжу изнаночный ряд, но в конце изнаночного ряда я тоже сделаю убавку. Убавлю одну петельку. Когда я убавляю одну петельку в конце изнаночного ряда, то как раз за счет этого в следующем лицевом ряду у меня не образуется ступенька. Поэтому я чуть-чуть не довязываю 3-4 петельки до края, останавливаюсь и смотрю, сколько убавок мне нужно сделать в следующем ряду. Значит, я убавила 3 петельки. Вяжу сейчас я вот эту сторону. Убавила 3 петельки, в следующем ряду мне нужно будет убавить 2. То есть я сейчас в конце изнаночного ряда убавлю одну, а в следующем лицевом убавлю одну оставшуюся. Заранее поставлю точечку. И тогда за счет того, что мы сделали убавки в 2 этапа, у нас не будет никаких ступенек. В конце изнаночного ряда мы можем убавить лишь только одну петлю. Больше одной физически убавить невозможно. Если вы убавите больше, то у вас ниточку придется отрезать и нужно будет подставлять новенькую. Поэтому в конце изнаночного ряда убавляем всегда по одной, а в начале следующего лицевого убавляем те, которые у нас остались. Вот осталось нам убавить еще одну. Как я делаю убавку в конце изнаночного ряда? Я провязываю все петельки, кроме последней. Ниточку размещаю на изнаночной стороне, переснимаю с правой спицы на левую предпоследнюю петельку, ниточку подтягиваю, так она у меня тут чуть расслоилась, ниточку подтягиваю, придерживаю пальчиком и протягиваю ее сквозь последнюю петлю. Вот так. Таким образом я убавила одну петлю, у меня здесь нет ступенек, по краю идет красивая елочка. Разворачиваю вязание, я уже поставила точечку, что я вяжу следующий лицевой ряд. И здесь в начале следующего лицевого ряда мне нужно убавить одну оставшуюся петельку. Я здесь провяжу 2 вместе с наклоном влево, потому что у нас убавки смотрят влево. Но чтобы не было скрещенной петельки у меня я эту петлю разверну вот так. Тогда я смогу провязать ее 2 вместе бабушкиным способом с наклоном влево, и у меня не будет скрещенной петельки. Провязываю. Вот, значит, убавила еще одну. Видите, мы убавили в 2 этапа, и получается очень такой плавный переход, закругленный. Вяжу все петельки до конца ряда. В конце кромочная и вяжу дальше изнаночный ряд, и в конце изнаночного ряда, как обычно, останавливаюсь, не довязываю несколько петелек и смотрю, что мне нужно убавить в следующем лицевом. Так, вяжу петельки, вы вяжете своим узором, у меня лицевая гладь. Вот, не дохожу до конца примерно так, останавливаюсь и смотрю, что мне провязывать дальше. Дальше в следующем ряду мне нужно убавить одну петельку. То есть я ее убавлю сейчас сразу в конце предыдущего ряда в изнаночном, а в начале лицевого убавлять уже ничего не буду. Тогда тоже не будет ступеньки. Так, не довязываю одну петельку, как вы помните. Переснимаю с правой спицы на левую, ниточку размещаю впереди вязания, подтягиваю и вот так вот протягиваю сквозь последнюю петлю. Убавила одну, по краю идет аккуратная косичка, и с лицевой стороны нет никаких ступенек, и дырочек тоже никаких нет. Здесь уже одну петельку необходимую я убавила, поэтому просто вяжу все петли до конца ряда. Как обычно, в конце кромочная, и в изнаночном ряду снова не довязываю немножко, останавливаюсь и смотрю, что мне нужно убавить дальше. Очень внимательно следим за узором, за рисунком, за убавками, чтобы точно ничего не пропустить. Останавливаюсь, смотрю, что в следующем лицевом ряду. В следующем лицевом тоже нужно убавить одну, значит, я делаю то же самое. В конце изнаночного ряда я ее убавлю, чтобы не было ступеньки, а в начале лицевого просто продолжу вязание дальше. Так, здесь я уже не комментирую, тут уже все легко, я показывала это не раз. Подтягиваю ниточку, старайтесь всегда подтягивать и старайтесь вязать потуже, чтобы не было слишком рыхлого ничего. Вот смотрите, какой аккуратный полукруглый вырез сформируется. Здесь уже одну петлю я убавила, вяжу просто все петельки лицевые. В конце кромочная, как обычно. Так.
разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд и снова останавливаюсь, не довязывая до конца. Ну вот так, остановлюсь уже по традиции и смотрю, что дальше. Дальше то же самое, снова нужно убавить одну петельку, значит я проделываю это еще раз. В конце изнаночного убавляю одну петлю, не довязываю последнюю, переснимаю с правой спицы на левую, подтягиваю ниточку и протягиваю ее сквозь предыдущую. Вот так. Возвращаю петельку назад на правую спицу. Разворачиваю вязание, снова нет ступенек, красивый полукруглый край. И дальше снимаю, конечно же, первую петельку. Дальше вяжу все петельки снова лицевыми до конца ряда. В конце кромочная. Вот. И изнаночный ряд тоже останавливаюсь, не довязываю до конца. Так, вот, не довязываю, останавливаю, смотрю, что дальше. А дальше в следующем ряду у меня уже нет убавок, видите, пусто. Значит, сейчас я просто провяжу до конца ряда, и в начале следующего ряда тоже ничего убавлять не буду. Просто провязываю все петельки изнаночную. Это у меня кромочная, провязываю ее лицевой, так, чтобы сохранялась вот эта косичка из лицевых петель по краю. Разворачиваюсь. Здесь первую кромочную я снимаю и вяжу все петельки лицевыми. В этом ряду никаких убавок нет. У нас формируется плавное закругление. Готово. Разворачиваю вязание и вяжу снова изнаночный ряд, тоже не довязывая несколько петелек, чтобы посмотреть, что у меня за убавки в следующем ряду. Так, останавливаюсь и смотрю. А в следующем ряду мне нужно тоже убавить одну. Значит, сейчас в конце изнаночного ряда убавлю одну, в начале лицевого ничего убавлять не буду. Убавляю еще раз, показываю, провязываю все петельки, кроме последней, переснимаю с правой спицы на левую, ниточку располагаю перед вязанием и протягиваю сквозь последнюю петлю. Дальше переснимаю с левой спицы на правую, еще раз ниточку подтягиваю. Вот что у нас получается, аккуратное закругление. Первую петельку тут я снимаю, вяжу все петельки до конца ряда. Это мой следующий ряд, кромочная, разворачиваюсь и точно так же снова в изнаночном ряду не довязываю несколько петелек. Смотрю, что у меня дальше по описанию. По описанию у меня снова нет никаких убавок, значит я снова вяжу туда-назад просто. Все петельки довязываю до конца. Тут у меня кромочная, провязываю ее лицевой. Разворачиваю, здесь снимаю кромочную, так, чтобы сохранялась косичка, и вяжу снова лицевой ряд петельки до конца, и в изнаночном ряду опять останавливаюсь. Это я делаю всегда в изнаночном ряду при вязании вот таких закруглений. Это может быть или пройма, или вырез. Так, останавливаюсь, смотрю, что дальше. В следующем ряду я убавляю последнюю одну петельку, вот как раз сейчас в изнаночном ряду ее и убавлю. Так, провязываю все, кроме последней. Ниточку располагаю перед вязанием, переснимаю с правой спицы на левую петельку и протягиваю сквозь последнюю петлю. Вот так. Возвращаю назад на правую спицу, еще раз подтягиваю. Конечно же, в лицевом ряду я уже ничего не убавляю. И здесь я уже считаю... Так, у меня тут немножко протяжка не вся. И здесь я уже считаю петли плеча. У меня здесь петли плеча плюс одна кромочная. 1, 2, 3, 4, 5. Да, все верно, у меня все совпало с описанием. 5 петель плеча и кромочная. Все в порядке. Значит, я все убавки сделала правильно. Вяжу дальше свой изнаночный ряд, уже знаю, что по схеме, по описанию мне ничего убавлять не надо, поэтому я просто довязываю не глядя. И мой последний рядок лицевой или пара лицевых, лицевой плюс изнаночный, тоже без убавок. Провязываю еще раз туда-назад, первую петельку снимаю, а затем в следующем лицевом уже петельки закрою. Провязываю последний ряд лицевой. Разворачиваюсь, провязываю последний ряд изнаночный.
тут у меня лицевая в конце, и петельки закрываю. Как я закрываю? Я просто провязываю лицевую лицевой, если вижу лицевую, и вот так протягиваю сквозь предыдущую. Вы можете тоже свой узор закрыть таким же образом. Видите лицевую, провязываете лицевую. Видите изнаночную, провязываете изнаночную. Петельки стараюсь вытягивать посильнее, чтобы не затянуть наше плечико. Здесь можно закрепить ниточку, вот так подтянуть хорошенько. И давайте оценим результат. Вот какая одна сторона нашего полукруглого выреза у нас получилась. Сейчас мы сделаем то же самое с другой стороны. Будем делать абсолютно те же действия, только есть некоторые нюансы. Я разворачиваю вязание, так как я начала вязать лицевой ряд, вот я его уже провязала, разворачиваю вязание и буду вязать дальше изнаночный. С этой стороны мы будем крупные убавки делать в изнаночных рядах, потому что крупные убавки больше одной петельки мы можем сделать только в начале ряда, чтобы нам не пришлось отрезать ниточку. И здесь с этой стороны за счет этого наши убавки будут опережать на один ряд убавки с другой стороны, с противоположной. То есть количество рядов будет одинаковым, что здесь, но убавки мы будем делать здесь чуточку быстрее на один рядок. Поэтому смотрите, что я делаю. Я вот как раз провязала сейчас лицевой ряд, повернула свое вязание и буду вязать изнаночный. То есть здесь я обвела в кружочек, что вот эту убавку я уже сделала. Но я смотрю на следующую убавку, что мне нужно сделать здесь. Мне в следующем ряду нужно убавить 2 петельки. Вот как раз сейчас в изнаночном ряду в начале я сразу эти 2 петельки убавлю. Если я этого не сделаю и сделаю это только в следующем ряду, то у меня тоже получится ступенька. Это будет некрасиво. Значит, сразу убавляю 2 петельки со следующего ряда. Мы теперь будем всегда поглядывать на следующий ряд. Здесь берем новую ниточку, просто накидываем ее на пальчик и начинаем убавлять петельки. Сразу провязываю 2 раза по 2 вместе изнаночные. Так как это изнаночная сторона, чтобы было красиво, провязываем изнаночными. 1 и 2. Вот, убавили мы 2 петельки, ниточку подтянули и вяжем дальше до конца ряда все изнаночные петли. Это особенность вязания такого круглого выреза, нужно просто это понять, запомнить и внимательно за этим следить. Если вам непонятно и сложно сориентироваться, то вы можете записать отдельно убавки для этой части, отдельно для той. Мне кажется, что это слишком много времени, поэтому я сразу вяжу так, по одному описанию. Итак, смотрите, мы уже 2 петельки убавили. Я обвожу в кружочек то, что я буду вязать сейчас. То есть в данный момент я буду вязать вот этот ряд, но убавки в нем я уже сделала. И в конце лицевого ряда, помните, в конце каждого ряда, там был изнаночный ряд, здесь лицевой, я поглядываю на следующую убавку. Значит, в следующем ряду мне нужно будет убавить 1 петлю, и я в конце этого лицевого ряда ее убавлю, чтобы не было ступеньки. Я снимаю кромочную, вяжу все лицевые петельки и в конце буду убавлять 1 петлю. Как убавлять с лицевой стороны 1 петлю? Точно так же провязываю все петли, кроме последней. Переснимаю с правой спицы на левую, нить здесь у меня уже за работой, и протягиваю сквозь последнюю петлю. Вот так. Я убавила 1. Готово. Видите, за счет того, что я делаю убавки уже сейчас, не дожидаясь нужного времени, у меня нет здесь ступеньки, тоже все очень хорошо. Разворачиваю вязание. 1 петельку необходимую я убавила, то есть больше мне убавлять ничего не нужно. Я просто провязываю все изнаночные петельки до конца. То есть, по сути, я вяжу 2 ряд, а убавки делаю уже для 3-го ряда. Именно для того, чтобы не было ступенек. В конце кромочная, разворачиваю, отмечаю следующий ряд. В следующем ряду я уже 1 петлю эту убавила, но я смотрю на верхний ряд. Мне нужно убавить 1, значит, я сейчас в конце лицевого убавлю эту 1. А по факту я вяжу только 3-й лицевой ряд. Так, снимаю кромочную. Кстати, кромочные не важно, каким способом вязать, потому что я вяжу их очень своеобразным способом, поэтому не обращайте внимания. Главное, чтобы по краю была косичка из лицевых петель. Так, вяжу я все лицевые петельки и в конце
провязываю снова одну убавку. Так, не довязываю одну петлю, возвращаю с правой спицы на левую и протягиваю сквозь последнюю. Готово. Переснимаю с левой на правую. Вот, смотрите, нет ступенек и нет дырочек. Разворачиваюсь и вяжу изнаночный ряд. Мне нужно убавить было одну петлю, одну я уже убавила, поэтому здесь уже без убавок. Просто вяжу все изнаночные петельки. Вы вяжете свой узор, который у вас есть. В конце кромочная. Так, разворачиваю вязание, смотрю, что в следующем ряду мне нужно сделать. В следующем ряду я вяжу 4 лицевой, поглядываю на следующий, снова убавляю одну в конце ряда. Снимаю кромочную, вяжу лицевые петельки и снова в конце убавляю одну. Так, переснимаю, протягиваю и возвращаю назад. Вот какой у нас вырез, с этой стороны тоже аккуратный получается. Разворачиваю на изнаночную сторону и вяжу все петельки изнаночными. Здесь ничего не убавляю, потому что необходимую убавку я уже сделала в конце лицевого ряда. В конце кромочная. Разворачиваю вязание, смотрю, что мне нужно сделать в следующем ряду. Эту убавку я только что сделала. В следующем ряду ничего. Значит, я буду вязать просто прямо вверх. Но буду вязать вот этот свой рядок. Кромочную снимаю, вяжу все петельки лицевыми. В конце ничего не убавляю, просто провязываю все лицевыми и последнюю тоже. Переворачиваю вязание и вяжу изнаночные петельки точно так же. Все изнаночными без убавок. В конце кромочная. Так, вот наша кромочная. Дальше смотрю следующий ряд. В следующем ряду вот этот провязываю. В следующем ряду снова нужно убавить одну. То есть в конце лицевого убавляю. Так, все то же самое, как обычно. Не довязываю последнюю петельку. Возвращаю на левую спицу, протягиваю и переснимаю на правую спицу. Вот как получается. Разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд, все петельки изнаночными без убавок, потому что одну необходимую петельку мы только что убавили. В конце кромочная. Готово. Смотрим следующий ряд. В следующем ряду вот этот я вяжу и здесь ничего не убавляю. Значит, просто провязываю прямо вверх 2 рядочка без убавок. Снимаю кромочную, вяжу все петельки. Ничего не убавляю, провязываю просто лицевой последнюю. Разворачиваю вязание. Здесь в начале ряда тоже ничего не убавляю. Вяжу все изнаночные. И дальше смотрю, что мне нужно провязать еще. Кромочная. Так, вяжу теперь я вот этот ряд, и мне нужно убавить одну последнюю петельку. И тогда я могу уже посчитать петли своего плеча. Давайте попробуем. Значит, здесь я снимаю кромочную, вяжу 5 петель, 1, 2, 3, 4. И сейчас одну убавлю, будет как раз 5. Вот смотрите, убавляю. И четко у меня получается 5 петель плеча плюс кромочная. Разворачиваю, вяжу изнаночный ряд изнаночными петельками. И еще мне нужно провязать пару рядов лицевой плюс изнаночный по схеме, как и в предыдущем плече было. Так, кромочная. Разворачиваю, еще раз вяжу по схеме туда-назад, уже просто не отмечаю, чтобы не тратить ваше время. Последнюю провязываю лицевой, разворачиваю еще раз, провязываю последний изнаночный ряд и закрываю петельки. Точно так же закрывать буду, как и в том плече. Провязываю лицевую, протягиваю сквозь предыдущую. Еще раз проверяем: 5 петель плеча и кромочная. Все правильно. Давайте закрою, провязываю и вставляю в предыдущую, провязываю и протягиваю в предыдущую. Провязываю и протягиваю, и так все 6 петель. Готово. Можно ниточку тоже тут закрепить. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Разворачиваю свои вырезы.
Вот какой у нас получился образец интересный. Вот так выглядят вырезы. Эту ниточку мы обязательно подтягиваем и прячем. Ее можно, в принципе, сейчас спрятать крючком. У меня, правда, крючок не по размеру. Мы вот так вот подхватываем 2 дужки вот этой петельки. Берем ниточку, протягиваем под 2 дужками. И с этой стороны вытягиваем под 2 дужками у этой петельки. Вот так. Готово. То есть мы эту дырочку немножко закрыли, и вид уже лучше. Вот что у нас получилось. Вот такой полукруглый край. И без дырочек и без ступенек у нас получился полукруглый вырез. Ну, точно так же, как и здесь. Только здесь спицы тоньше, пряжа тоньше, и выглядит это все чуть-чуть аккуратнее. Я показывала вам на более толстой пряже и толстых спицах, чтобы вам было лучше видно. Я вас поздравляю, мы закончили с вами вязать. Я уверена, что у вас получились такие же аккуратные, красивые вырезы. Пишите комментарии, если у вас все получилось. Также, если вам понравилось это видео, обязательно нажимайте «Мне нравится». Подписывайтесь на мой канал и делитесь этими видео со своими друзьями. Спасибо вам большое. Пока!